В этом выпуске Туктамышева вновь бросает вызов ученицам Тутберидзе. Плющенко стоит придержать свое эго, он хочет всего слишком много и быстро. Этери Тутберидзе тренировала неизвестных фигуристов около 2 десятилетий, прежде чем у нее появилась первая большая звезда. А теперь обо всем по порядку. Туктамышева вновь бросает вызов ученицам Тутберидзе. Лиза покоряет самый сложный прыжок в фигурном катании в 24 года. Лишь 4 девушки в мире крутят четверной лупс. Туктамышева станет 5-й. Лиза Туктамышева продолжает раздвигать границы возможного. Фигуристка в свои 24 года замахнулась на самый сложный четверной прыжок и готова ворваться с ним в историю. Лиза единственная способна составить конкуренцию ученицам Тутберидзе на Олимпиаде в Пекине и не только. Причем хочет побеждать соперниц их же оружием. Новая сенсация от Туктамышевой. С переходом во взрослые Трусовой, Щербаковой и Косторной Туктамышеву все чаще начали отправлять на пенсию. Казалось, при такой конкуренции внутри сборной Лизе, выигравшей свой чемпионат мира в далеком уже 2015 году, ловить в спорте нечего. Но она и не думала сдаваться, в свои 24 года фигуристка куда сильнее себя же 15-летней. Туктамышева стабилизировала тройной аксель, усложнила каскады, усовершенствовала вращение и выучила четверной тулуп. И с этими навыками не просто навязала борьбу воспитанницам группы Тутберидзе, а обыграла почти всех. В эпоху доминирования юных девочек, владеющих четверными прыжками, Лиза одержала победу на московском этапе Гран-при и выиграла серебро чемпионата мира. Однако этого мало. Лиза вновь бросает вызов ученицам Этери Георгиевны. Она продолжает ставить сумасшедшие цели и покоряет самый сложный прыжок в фигурном катании – четверной лупс. Туктамышева мечтала освоить минимум 3 квада. Лиза уже справилась с тулупом, заходила на сальхов, а лупс называла далеким будущим. Казалось, перед олимпийским сезоном фигуристка не будет рисковать и постарается стабилизировать то, что у нее уже есть. Но Лиза не была бы Лизой, если бы не попробовала сотворить очередную сенсацию. На одной из тренировок Туктамышева решила осуществить свою мечту и со страховкой зашла на четверной лупс. Попытка получилась не идеальной, с выездом в тройку. Но то, что Лиза покусилась на исполнение самого сложного четверного прыжка, не может не восхищать. Я подумала, что получится очень круто, если я сделаю четверной лупс. Это будет несоизмеримая победа над собой, если я выучу этот прыжок, переборю себя. Решила попробовать, и на удочке это оказалось не так страшно и сложно. Пытаюсь сейчас перебороть свой страх и сделать четверной лупс уже без удочки. Уже перекручиваю, идет процесс над этим прыжком. Как только сделаю, это появится в соцсетях. Я работаю над этим, говорила Лиза. Туктамышева борется против учениц Тутберидзе их же оружием. Туктамышева рвется в историю. Четверной лупс среди девушек в принципе исполняют единицы. Пока что этот элемент покорялся только Александре Трусовой, Ане Щербаковой, Веронике Жилиной и американке Алисе Лью. Все эти девочки освоили квад-лупс в юниорские годы, и только Лиза раздвигает границы возможного в 24. На такие достижения не способны даже в хрустальном. Конечно, исполнение элемента ультра-си со страховкой – это лишь половина успеха. На то, чтобы приземлить суперпрыжок самостоятельно, могут уйти месяцы. Но Туктамышева еще ни разу не позволяла в себе усомниться. Каждый вызов, брошенный Лизой самой себе, заканчивался ее же безоговорочным триумфом. Так что как минимум на тренировке фигуристки уж точно по силам продемонстрировать четверной лупс. А вот сможет ли Лиза удивить на соревнованиях – большой вопрос. У Туктамышевой уже есть в арсенале один четверной тулуп, но за границы тренировок он пока так и не пробирался. Единственная попытка исполнения суперэлемента на соревнованиях закончилась полным провалом. На чемпионате России 2020 Лиза прыгнула четверной тулуп с недокрутом и падением, а затем совершила множество ошибок на других элементах.
Фигуристке необходимо выйти на самый пик формы, чтобы осилить хотя бы один четверной и при этом не потерять все остальное. Возможно, показать свой максимум Туктамышева сможет как раз в олимпийском сезоне, в котором нужно вытаскивать из рукавов сразу все свои козыри. Для Лизы это будет уже третья битва за Олимпиаду, так что в сезон девушка готовится войти во всеоружие. Сейчас Туктамышева остается единственной девушкой, которая бросает вызов ученицам Тутберидзе. На поездку в Пекин претендуют минимум 6 фигуристок Хрустального, и только Лиза способна бороться с ними их же оружием. Попадание на Олимпиаду сделает из Туктамышевой легендарную фигуристку и позволит ей осуществить самую сокровенную мечту. Я хочу сделать еще больше для фигурного катания, для себя, чтобы оставить после себя хороший след и сказать: все, я сделала все, что могла, и больше ничего не смогу. Можно завершать, признавалась Лиза. И пока сама Туктамышева понимает, что может еще многое. Плющенко стоит придержать свое эго, он хочет всего слишком много и быстро. В 2020 году прессу взорвали сообщения о том, что действующая чемпионка Европы Алена Косторная, а также Александра Трусова решили сменить тренера и уйти от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Эти тренеры стали конкурировать. Если Александра Трусова показала результаты, завоевав бронзовые медали на чемпионатах России и мира, то Алена Косторная стала показывать явно более плохие результаты. И вот по окончании этого сезона фигуристки вновь вернулись к Этери Тутберидзе. Иностранные поклонники фигурного катания на англоязычном форуме Reddit высказались о причинах такого стечения обстоятельств. Надеюсь, Плющенко извлек урок из этой ситуации и приведет Академию в порядок. В минувшем сезоне был бардак. Плющенко нужно придержать свое эго. Он хотел слишком многого, слишком скоро. У него все еще есть большой талант к начинающим младшим фигуристкам. Муравьева, Титова, Жилины. И, возможно, некоторым мальчикам. Хотя я не очень слежу за одиночниками более молодого возраста. Я надеюсь, что он будет усердно работать с этими молодыми фигуристами в течение некоторого времени и не будет брать лучших от других тренеров в течение нескольких лет. Этери тренировала неизвестных фигуристов около 2 десятилетий, прежде чем у нее появилась первая большая звезда в лице Липницкой. Главная вещь – терпение. Мне бы очень хотелось, чтобы Плющенко добился успеха в будущем, потому что я считаю, что наличие альтернатив для тренерских команд было бы хорошо для лучших российских женщин. И его система частных школ, предоставляющая больше свободы фигуристам, звучит хорошо. По крайней мере в теории. Это непопулярное мнение, но я думаю, что действительно важно, чтобы ангелы Плющенко успевали воспитывать спортсменов, которые составят конкуренцию Тутберидзе. Тот факт, Трусова и Тарасова-Морозов сделали неожиданные шаги к Этери накануне Олимпиады, показывает, что они думают, что она является панацеей их успеха. Проблема в том, что многие другие фигуристы, непосредственно конкурирующие с вами на одном катке, горячо верят в то же самое. Памятка не может быть, чтобы вы все были правы. А Этери и персонал не могут уделить всем вам одинаковое время. Это просто невозможно. Так что теперь у нас есть 5 из 6 лучших русских фигуристок за исключением Лизы, тренирующихся на одном катке. Для некоторых из них это закончится слезами. Главная проблема с ангелами Плющенко заключается в том, что они настолько плохо управляются, что любой умный и опытный тренер не захочет работать там сейчас. Им потребуется очень много времени и много серьезных усилий, чтобы разработать систему, которая будет такой же проверенной, как у Этери. Не уверен, что они захотят это сделать, когда есть более простые способы заработать деньги. Это все, что их беспокоит.